Всем привет, я Алекс Лампер, а это обзор будущих новинок WebStorm версии 2024.1. Full Line Code Completion – новый вид автодополнения кода, который предлагает написать целую строку вместо отдельных символов. Работает, что очень важно, локально, на базе машинного обучения специально натренированной языковой модели для работы с конкретными языками программирования. В WebStorm пока что это JS и CSS. Никакие данные при этом не отсылаются на сервера JetBrains, что они прямо подчеркивают в настройках. Модель ориентируется на тип файла и контекст применения. Новый функционал никак не связан с IE-ассистентом и не требует подписки на него. Смущает, правда, примечание currently, что значит в будущем это может измениться. Хотя я нашел обсуждение на форуме, где представители компании пишут, что функционал навсегда останется бесплатным. Кстати, это очень интересная ветка обсуждения. Рекомендую с ней ознакомиться тем, кого беспокоит приватность относительно раскрываемых IE-ассистентом данных. Мне стало интересно, как Full Line Completion будет работать в связке с Copilot, так как он предлагает дописать код в очень похожем формате. Я пошел проверять, и при запуске IDE с включенным Copilot появляется уведомление, что Full Line Code Completion отключен из-за активного Copilot. Видимо, это такой способ JetBrains вытеснить конкурента, продвигая свою модель IE-ассистента. Но справедливости ради его можно отключить и продолжить пользоваться Copilot. Но если они и дальше продолжат развивать возможности локального машинного обучения на бесплатной основе, то почему бы не переключиться полностью на него? Я также протестировал его в деле. Из хорошего гораздо лучше формирует законченные строки. Например, в Copilot автодополнение очень часто некорректно закрывает строки из-за того, что это делается дважды – самой IDE и Copilot. Поэтому приходится удалять лишние символы вручную. При этом генерируемый Copilot код выглядит более законченным и наученным на предыдущих привычках, то есть на код-стайле. Например, я часто по проекту делаю выборку пользователя сразу с его федеративными креденшалами, поэтому Copilot мне всегда предлагает включить их в код запроса. А вот Full Line Completion в этом плане более краток и предлагает код, который делает ровно то, что и должен. При этом нет горячей клавиши, чтобы попросить IDE сделать повторный suggestion в том же месте, где я хочу, а не где предлагает он. Copilot в этом плане более гибок и имеет горячую клавишу для предложений. Еще заметил интересное поведение, что когда я допускаю незначительную ошибку в написании переменной, просто одну букву сделал в апперкейсе, то Copilot начинает выдавать такой же результат, что и Full Line Completion. А еще дольше помучив последнего, тот и вовсе перестал предлагать мне дописать условие where, которое предлагал несколькими минутами раньше. В общем, непонятно пока, как работает это машинное обучение, но сложилось впечатление, что оно обучается по ходу кодинга, но делает пока еще не совсем ожидаемые выводы. Language Service Widget – новый виджет с запущенными в данный момент сервисами. Для тех, кто не знал, во время работы с TypeScript или ESLint, чтобы IDE подсвечивала нарушение правил ESLint или ошибки типизации, она в бэкграунде запускает сервисы, которые по факту компилируют код на лету и выдают результат в виде подсказок. В текущей версии WebStorm этот виджет дает возможность перезапустить только сервис TypeScript, а в новой туда добавятся и другие активные сервисы, например, тот же ESLint. Интересно, что этот виджет доступен только в новом UI, который сейчас активно тестируется и пушится. JetBrains уже не первый раз улучшает вид быстрой документации. Последний раз они добавили парсинг комментариев, а в этот раз улучшили представление типов. И действительно стало лучше. Теперь типы не просто указывают на алиас, а пытаются его развернуть. Плюс к этому поля теперь выводятся друг под другом, вместо скопления в одну строку. Для React добавили несколько новых пунктов в меню Quick Fix. Теперь, если внутри компонента написать необъявленную переменную, то WebStorm предложит добавить ее в пропсы. При этом он попытается вывести правильный тип для нее. Удобно для программирования в стиле TDD, когда сперва описывается желаемое поведение, а затем его реализация. И наоборот, если компоненту передать неизвестный прop, то WebStorm предложит объявить его внутри компонента. Продолжает улучшать работу с код-ревью прямо из редактора для пользователей GitHub и GitLab. И будущее обновление, несомненно, является киллер-фичой. Лично мне очень неудобно проводить ревью из интерфейса сайта, потому что обычно там отображается только фрагмент кода, где вносили изменения, и он не дает понимания о глобальном влиянии на кодовую базу. У меня постоянно появляется желание открыть файл целиком, походить по типам и изучить изменения более детально. Поэтому мне всегда приходится открывать IDE, переключаться на GitHub, искать измененные места, синхронизироваться с ними в IDE, и это очень утомительно. Теперь этого делать не нужно. Как только создается PR, и он проходит все проверки, полагая, что речь идет об автоматических экшенах, то в IDE активируется новый режим Review, когда прямо рядом с измененной строкой появляется фиолетовый маркер. Если рядом с ним нажать плюс, то можно оставить комментарий.
Причем возможность оставить комментарий дается не только к измененной строке, но и на 3 строки вверх и вниз, то есть для целого фрагмента кода. Более того, там же можно вызвать div-view, который покажет, каким был код до изменений, внесенных в PR. Далее, когда ревьюер добавил все комментарии и вернул PR на доработку, то автор pull request, открыв эту ветку своей IDE, увидит комментарий прямо в коде. Ну и теперь можно оставить реакции и в комментариях, куда же без них. В историю коммитов добавили новый столбец с индикатором прохождения проверок на CI. Если кликнуть на иконку, то можно увидеть список всех запущенных джоб и их результат. В истории изменений гита по файлу теперь можно переключаться между ветками, чтобы посмотреть, как и кем менялся файл не только в рабочей ветке. Для файлов GitHub Actions подвезли больше контекста в автодополнение кода. Теперь можно реже обращаться к документации, чтобы найти там нужные переменные. Во встроенном HTTP клиенте заменили низкоуровневый клиент на NET, так как он поддерживает SSL, прокси и HTTP 2. Соответственно, теперь можно посылать запросы по протоколу HTTP 2. Также в клиент добавили несколько новых способов аутентификации и автоматическую подстановку токенов в цепочку авторизационных запросов-ответов. Ширину тулбара в левой части редактора теперь можно растягивать курсором, а под каждым элементом выводить его название. Но в моей IDE почему-то такая опция не появилась. Обновили иконку приложения для Windows и Mac. Обновленный в прошлой версии терминал теперь можно отключить и продолжить пользоваться старым, но я все же рекомендую оценить возможности нового. Также правки затронули Vue, Svelte, GraphQL и Prisma. Из примечательного улучшили навигацию по компонентам Vue, когда в некоторых случаях переход осуществлялся в файл с типами, а не в файл с исходным кодом. Поиграться с новинками можно уже сегодня, скачав бесплатную EAP-версию на 30 дней. Все ссылки, в том числе на оригинал статьи, оставляю в описании под видео.